Всем привет! Вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить Coffee Talk. У нас второй день, и Фрейя, собственно, говорит добрый вечер. Работаем мы ночью, да. Господи, да что с тобой? Не можешь просто взять и зайти нормально? Прости, но мне так не терпится тебе рассказать. Ты о чем? Я знаю, о чем я буду писать в своем романе. Очередное внезапное озарение, которое никогда не воплотится в жизнь? Эй, не говори так, я абсолютно серьезно. Хорошо, рассказывай, о чем ты будешь писать. Об этой кофейне. Чё? Я буду писать рассказы об этой кофейне и о тех, кто сюда приходит. Ты это серьезно? Да. А если я скажу, что тебе нельзя такое писать? Я не спрашиваю, можно мне или нельзя. Вообще-то это вторжение в личную жизнь посетителей. Расслабься, я в курсе. От этого места мне нужно лишь вдохновение. Я буду слегка изменять услышанное и увиденное. Насколько слегка? На уровне романа «Идущий по лезвию» и фильма по нему. Ты про старый? Конечно же, про старый. Это уже немалая разница. Больше просто некуда. Ну, запрещать тебе писать про кофейню мало смысла, так? Так. Хотя ты можешь запретить мне приходить сюда. Хорошо, я запрещаю. Чего? Шучу. Я не выставлю за дверь свою постоянную гостью. Очень смешно, но спасибо, что не выставляешь. Как бы то ни было, мне не терпится увидеть, кто заглянет сегодня ночью. Услышать какую-нибудь интересную историю. О, ура, кто-то заглянула. Или заглянул. О, привет, чел. Ты человек, да? Добрый вечер. Джорджи. А, мы про него читали в прошлый раз. Джорджи. Департамент полиции Сиэтла. Окей. Добрый вечер, ребят. Добрый вечер, офицер Джорджи. Привет, старикан. Похоже, ты сегодня в хорошем настроении, Фрея. И Валери, ни к чему так официальничать. Ну уж нет, служба требует. Вы как коп должны меня понять. Ты как всегда стоишь на своем. Ладно, у меня сегодня ночная смена. Так что мне как обычно. Как с ингредиентами? Все на месте? Не все, но больше, чем вчера. Кроме чая, он закончился. Ты же помнишь мой любимый напиток, да? Кофе со сладкой ноткой. Именно так. Только не добавляй молоко. Ага. Все равно видели твой профиль и в курсе, что у тебя непереносимость лактозы, Джорджи. В общем, сладкий кофе без молока, пожалуйста. Сладкий кофе без молока. Покажите мне книгу рецептов, чтобы я могла найти сладкий кофе. Сладкий кофе без молока. Это какой? Сладкий. Наверное, капучино. Кофе, молоко. Без молока. Типа мед, а это что? Имбирь с медом, сладкий. Ну, я не знаю, нормально, нет? Я просто не уверена, насколько я могу сама делать кофе-мед. Я думаю, может быть, подойдет? Кофе с медом для стража порядка. Мало кто приготовил бы так же хорошо. Благодарю. Кстати, я же ничего себе не заказала. Обслужи меня так же, как этого старикана. Что будешь заказывать? Ты еще спрашиваешь, а? Никогда не знаешь наверняка. Эспрессо, естественно. Мой несравненный. Эспрессо. О. Здрасте, приехали. Департамент полиции Сиэтла. Родился, вырос в Сиэтле, работаю копом, страдаю непереносимостью лактозы. А что ты говоришь, тебе эспрессо, кофе? Вот, пожалуйста. Ночная беззвездная гладь для зеленовласой феи. Не уверена, комплимент это или нет. Она тоже человек. Идеально. Фрей, как дела на работе? Как всегда, ужасно. Чел. Она заключила авантюрную сделку со своим боссом. Типа того. Что за сделка? Вполне возможно, переломная сделка. Притом очень опасная. Ладно. И я, которая она пожалела. Не особо. Боже, ребятки. Может, объясните поподробнее? Давай ты. Вместо того, чтобы выполнять свои рабочие обязанности, она втайне от всех пишет роман. Ты не робкого десятка, это точно. Это точно. Спасибо. Как оно по ощущениям? Ну, будто гуляешь под градом стрел.
И боишься, как бы в колено не попало. Это что, отсылка на Skyrim? Это похоже на отсылку на Skyrim немного. Хотя, в принципе, и не только на Skyrim. Ну, неважно, для меня это всегда отсылка на Skyrim. Я имею в виду стрелу в колене. Ну, флаг в руки. Не беспокойтесь, увольнение не грозит, по крайней мере, пока. Впрочем, если она облажается, ей придется несладко. Спасибо за напоминание. В общем, все, как говорит Вэлори. Моя главред еще ничего об этом не знает. Роман будет опубликован нашей компанией учредителем, так что формально я все еще работаю на компанию. Но если все вскроется, она очень сильно разозлится. Погоди, разве отлынивать от работы ненаказуемо? Тогда мне, возможно, придется тебя арестовать. Ты ведь и сам этим постоянно занимаешься. Я всего лишь прерываюсь на чашечку кофе. Иногда не на одну, тем не менее. Все законно. Из-за тебя мне еще более скверно. Тебе и должно быть скверно. Хватит сыпать соль на рану, ладно? Просто констатирую факт. Угорает. Не знаю, полегчает тебе от этого или нет. Но если твоя карьера пойдет коту под хвост, в рядах полиции всегда найдется место таким, как ты. Только не говори никому, что занимаешься посторонними делами на рабочем месте. Я бы поблагодарила за предложение, но что-то подсказывает, что мне стоит оскорбиться. Я уверен, у тебя все получится, Фрея. Ты уже знаешь, о чем будешь писать? Удивительно, но да. Здорово. О чем? О кофейне, об историях ее посетителей. И ты не собираешься ее останавливать? Ее не остановишь. А что не так? Пожалуйста, не пиши про подозрительного полицейского, который любит засидеться в кофейне неподалеку от поста во время своего рабочего перерыва. Обязательно напишу. Из него выйдет неплохой комедийный персонаж. Это комплимент или ты надо мной издеваешься? Пожалуй, комплимент. Точно? Сомневаюсь. Чего вы на меня сегодня так ополчились? Вэлори, вероятно, боится потерять посетителей из-за твоего вторжения в их личную жизнь. Ладно вам, я ведь не буду использовать их настоящие имена, и, естественно, я преувеличу большинство из услышанного. Так даже хуже. Дело вот в чем. Мне эти истории нужны лишь за тем, чтобы почерпнуть из них вдохновение. Кстати, раз ты работаешь в округе, то... Наверное, я слышал кучу всяких историй от местных. Нет. Да ну. Нет. Нет. Ты как-то помогал мне с одной статьей. Прислоняющегося бедняка, который на самом деле оказался богачом. Уверена, ты еще много чего интересного можешь подкинуть. Вообще, я помогал тебе не единожды. Что, правда? Теперь моя очередь возмущаться. И когда это было? Ты спрашивала про уличного музыканта, того, который вечно играл на гитаре, и еще ни разу И еще розу с собой носил. А, да, бедняга. Да, бедняга. Узнать, что твоя девушка отошла в мир иной во время расследования. Даже представить сложно. Тяжко. Если честно, он принял удар довольно стойко. Ситуация непростая, но ты хотя бы помогла ему принять произошедшее. Он не жаловался по поводу того, что ты использовала его историю для своей статьи. Он дал мне свое одобрение на публикацию. Подожди, она случайно не за вот эту историю говорит по пустому шоссе? Типа почти пустое шоссе. Она разбилась, это может быть она за эту историю говорит? Но я не уверена. Что тут? Так, занимаюсь журналистикой, пишу рассказы. Мои фантастические своеобразные рассказы можно найти в вечерней молве. Мои кумиры Гейл Ниман и Муруки Хараками. Хочу когда-нибудь стать как они. Окей. Ну, с выходом той статьи о нем хотя бы узнало больше людей. Для человека его профессии это полезно. Угу. Роза стала чем-то вроде его визитной карточки. В общем, вернемся к теме. Есть что-нибудь новенькое? Ладно. Да слышала об одной девушке. Расскажи. В последнее время она зачастила заглядывать в местную кофейню. Она довольно странная, не знаю, кем она работает. Но у нее такие ярко-зеленые волосы. Да ну тебя. Да ну тебя. Я была подумала, что ты расскажешь про что-нибудь интересное. Считаешь себя неинтересной? Ого, как быстро изменилась атмосфера. Встреча моя катящаяся под откос карьера. Ты чего так внезапно загрустила? Взбодрись. Простите, из-за давления со всех сторон у меня настроение скачет. Ты справишься. У тебя отлично получается писать рассказы. Кстати, почему ты выбрала эту кофейню? Наверное, из-за того, что я провела здесь кучу времени. А еще из-за вчерашней парочки. Что с ними? У них сейчас довольно трудный период. Ну, знаешь, разные расы, разные культуры, семейное неодобрение. Когда я это услышала,
Ты даже немного ощутила их боль. Довольно распространенный сюжет. И в литературе его уже до дыр затерли. Тем не менее, это все еще интересная тема для обсуждения. Часто они здесь бывают? Нет. Девушка заходила разок, если я правильно помню. То ли с коллегами, то ли с клиентами. Наверное, помогала своим друзьям протрезвиться. Отпивая их кофе? Нет, конечно. Кто-то заказывал кофе, но таких я сразу отговариваю. Обычно заканчивается тем, что я им наливаю чай, горячий шоколад или воду. Молодец. Надеюсь, они не бесятся, когда получают не то, что заказывают. Ну, бывает и такое. Правое дело. Ладно, у меня смена начинается, так что мне пора. Да, работа есть работа. Не забудь потом рассказать что-нибудь интересненькое. Не вошло бы это в привычку. Тут ничего не обещаю. Ладно, увидимся. Всего доброго, офицер Джорджи. Опа, кто пришел? Или это он ушел? Наверное, это он ушел. А я, пожалуй, вернусь к черновику. Без обид, просто мне нужно уйти в него с головой. Так что я пересяду на свое привычное место. Удачно поработать. Не забывай пить воду. Вот, держи. О, ты просто супер. На здоровье. Окей, пора в мир фантазий. Давай. Сегодня я так... Да, никто больше не придет. Ладно. Нет, придет. Для эксперимента этого будет достаточно. О, кто-то идет. О, хорошо. Кто? Добрый вечер, Гала. Гала? Ух тышечки, а это вампир? По-любому вампир. Похож на вампира. Похож на вампира. А это Вервольф. Вампир и Вервольф. Ого. Ого, это что, сумерки? Мы в сумерках? Подожди. Гала. Покажи. Вот этот, да, чел? Мы про него нифига не знаем. А второго тут даже нет. Добрый вечер, Гала. Привет, Валерия. Можно присесть? Конечно. Неизвестный. Это и есть место, которое ты мне советовал? Тебе здесь не нравится? Нормально. Да, может, здесь не так, как в Лос-Анджелесе, но... Гала, все нормально. Ого. Извините, что перебиваю. Хотите что-нибудь заказать? Да. Что будешь пить? Сначала ты. Ладно. Любой кофе с имбирем. Любой кофе с имбирем. Любой, абсолютно, да? Любой. Прямо-таки. Кофе. Имбирь. Ну, а чё нет? Кофе и имбирь. Для предполагаемого Вервольфа Джахету Брук. Я случайно его сделала. Лол, оно обновляется, когда я... Серьезно? Оно обновляется, если я сама его открою. Кофе, имбирь. Индонезийский напиток с молотым кофе на дне и кусочками имбиря наверху. Они мне перед тем, как день начать, что ли, показывают то, что я могу сделать. Мне это нужно было запомнить. Я просто рандомно сейчас нажала. Ну ладно, теперь буду знать. Окей. Рандомно нажимаем и пытаемся что-то сделать. Понимаю. А что вот это такое? Типа, ну кофе, чай. А это что? Это теплые напитки, это шоколадное, это молочное. Все, я поняла. Так. Ваш заказ. Спасибо. А что насчет вас? Что будете заказывать? Как оно? Мне нравится. Не уверен, понравится ли тебе. Окей. Мне тоже, что ему. Давай тоже, что и ему. Да, пожалуйста. Ваш заказ. Неплохой выбор. Как тебе город? Все такой же. Хотя я не ожидал, что он так сильно изменится всего-то за пару-тройку лет. Столько всего поменялось всего лишь за 20 лет. Ну да, понятно, ты вампир, все ясно. Далеко ходить не надо. По-моему, раньше здесь был бар. Как давно вы открылись? Около 6 лет назад. Хайд. Меня зовут Хайд. Давай посмотрим. Супермодель. День рождения 8 февраля. Вампир-веган. Профессиональная модель. Ладно, прикол, окей. Хорош чел. Насколько я понимаю, вы из Лос-Анджелеса, да? Да, оттуда. Впрочем, я жил здесь много десятилетий назад.
Что привело вас обратно в Сиэтл? Я здесь по работе. Вероятно, на пару недель. Он много путешествует. Понятно. Полагаю, вы давно знакомы? Можно сказать и так. Ага, по-моему, мы познакомились вскоре после твоей свадьбы. Где-то в 60-е. Довольно давно. Не для таких, как мы. Стоп, если я не ошибаюсь, мирный договор между вампирами и оборотнями был подписан в 1865 году. То есть, когда вы говорили, что встретились в 60-е, вы имели в виду 1860-е? Не похоже на то. Нет, это были 1960-е. По меркам некоторых рас мы хоть и старые, но не настолько. Впрочем, с нашей последней встречи и правда прошло немало времени. Полагаю, 20 лет. Это немало. Это же то место, да, где мы впервые встретились? Угу. Когда здесь был бар. Они переехали? Обанкротились. Какая жалость. Вы рады тому, что бар закрылся? Если позволите, почему вы улыбаетесь? Да так. Просто интересно. Не повторится ли история? Очень надеюсь, что нет. Я в эту кофейню захожу с самой первой недели ее открытия. Здесь есть что-то особенное. До закрытия еще далеко. Спасибо, Гала. Кстати, давненько вас здесь не было. Много работы? Типа того. Из-за разошедшихся по сети новостей о недавно открытом вирусе народ буквально повалил в больницу. Этот вирус так опасен? Точно неизвестно. Однако большинство из тех, кто пришел, хотелось бы подобрать менее обидное слово. Но они просто параноики. Ты все в той же больнице, на той же должности? Как там она называлась? Дежурный приемного отделения. Да, я все еще дежурный в той больнице. Странно, что тебя до сих пор не повысили за твои преданности и многолетний труд. Мне предлагали управленческую должность, но я отказался. Мне по душе так, как есть. Каждому свое. Кстати, хотел кое-что спросить. У вас в больнице по-прежнему можно купить кровь? Можно. Только теперь не надо никуда ехать. Можно просто заказать все через приложение. Ты про кровопой? Угу, кровопой. Что? Им из больницы кровь привозят? Ну, у них нет права на самостоятельное сертифицирование. Этим занимаются только больницы и Министерство здравоохранения. Приложение просто разрекламированный посредник. Часто им пользуешься? Да нет. Я же решил попробовать веганство, забыл? Но я знаком с его основателем. Да, и как там твоя диета? Нелегко. Но ничего такого, с чем я бы не смог совладать. Прошу прощения за вопрос. Под веганством вы имеете в виду отказ от крови? От настоящей крови. В пользу искусственной. Искусственная кровь? В подробностях не объясню. По сути, ученые работают над созданием искусственной крови, чтобы такие, как я, могли питаться ей и не нуждались в натуральной, с которой связаны определенные этические и гигиенические вопросы. На вкус то же самое? Более-менее да. Разве она недорогая? Дорогая, но я могу себе позволить. Опять-таки над ней все еще работают, чтобы всем было по карману. Если смешать искусственную кровь с другими ингредиентами, может, получится что-нибудь вкусное? И чего? Думаете добавить в меню кровяные напитки? Так можно привлечь новых посетителей и оттолкнуть других. Справедливо. Если честно, не знаю, получится ли из этого что-нибудь вкусное. Большинство вампиров предпочитают пить кровь без каких-либо добавок. Хотя некоторые из них экспериментируют с чесноком. Со всяким. Со всяким? Чаще всего с выпивкой. Но некоторые смешивают кровь с не совсем легальными веществами. Ты многое знаешь. Я в больнице работаю, забыл. Кстати, наш веганский разговор напомнил мне спросить у тебя кое-что. И что же? Про твои месячные приступы гнева. Нашел какой-нибудь более-менее менее болезненный способ держать себя в узде? Нет. Но я точно знаю, что это напиток. Что за напиток? Некое сочетание имбиря и кофеина. Вот почему ты заказал кофе с имбирем. Да, проверяю возможные варианты. Но это не тот напиток. Полагаю, мне нужен не кофе, в нем слишком много кофеина.
А чем тебе не нравятся гневоутоляющие препараты? Я им не доверяю. Кроме того, гневоутоляющие — это слишком не индивидуально. Каждый из нас должен сам отыскать свое лекарство. В некоторых случаях его эффективность будет изменяться с возрастом. Насколько эффективно твое лекарство? Достаточно, чтобы меня утихомирить. Мне, если честно, большего не надо. Хотя бы обойдешься напитком. Я слышал, некоторые оборотни занимаются всякими извращениями, чтобы успокоить себя в период гнева. Какими, например? Ну, БДСМ. Такое только в всяких фильмах странных бывает для взрослых, там все такое. Мои попытки цензурить для Ютуба — это что-то с чем-то. Извините, пожалуйста. Ну, типа, реально может просто разнервничаться чуть-чуть Ютуб и сказать мне: ты как бы думай головой, ладно, потому что монетизация, все дела. Ну, всякое бывает. Стоп, что? У нас это нормально, знаешь, не нужно стыдиться, если тебе нравятся подобные сюжеты. Мне об этом друг рассказал. Ну, он на ТБ подшутил. Гад. Я к тому, что секс — распространенный способ успокоить себя, но, как правило, мы придерживаемся стандартных практик. Если так подумать, заниматься чем-то типа бандажа в период гнева было бы довольно жестко. Именно. Так вот, возвращаясь к твоей ситуации. Насколько ты близок к рецепту своего лекарства? В данный момент знаю только то, что мне нужен имбирь. Возможно, что-нибудь, где не очень много кофеина. Типа чая, наверное. Лучше запишите. Вам вряд ли будет весело, когда он начнет крушить все подряд. Сегодня без чая. Но в следующий раз я могу попробовать приготовить ваше лекарство. Буду очень благодарен. Я отвлекусь на секунду. К сожалению, мне нужно идти. В больнице возникла неотложная ситуация. Пожалуй, тоже пойду. Можем уехать на такси. Согласен. Спасибо за напиток. Наверняка загляну сюда еще разок перед тем, как улететь. Так что увидимся. Спасибо, что заглянули. Всего доброго. Всего до свиданица. Доброго. Все, вы ушли? О, привет, и ты тут. Эй! На сегодня достаточно? Тип того. Эти двое. Чем-то напоминают мне одно видео. Хотелось бы, чтобы ты попридержала свою фантазию. Там еще волчонок играл с тигренком. Мило наблюдать, как возникает дружба между теми, кто обычно не дружит. А, ты про то видео? А? Ты про какое? Знаешь, забудь. Ты. Всего лишь шутка. Не шути, пожалуйста. Ты не умеешь в шутки. Не шути больше в натуре. Ладно, сегодня была крайне интересная и плодотворная ночь. Теперь нужно поспать. Не забывай отдыхать. Полагаю, увидимся завтра? Ой, не волнуйся, завтра приду. Спокойной ночи. Take care. Окей. Капучино. Итальянское наслаждение. Это мы знаем. Это у нас есть. Ого, 3-й день, получается. Ну, 3-я ночь. Четверг, 24 сентября 2020, все так же. Опа. Уход одного из участников не помешал Super Smiles продать более 1 миллиона копий последнего альбома. Видеоблогинг вошел в учебную программу некоторых частных вузов. Рабочий профсоюз орков остановить расовую дискриминацию на рабочих местах. Ой, блин, ну приколы. Капец, реально. Хорош. О, привет. Добро пожаловать. Привет. Чашку молока с медом, пожалуйста. Сию минуту. Чашку молока. Молоко с медом? Просто молоко и мед? 3-й ингредиент? Какой 3-й, ингредиент? А какой 3-й ингредиент, извиняюсь? Чашка молока с медом. Давай так. Молоко, мед. Или молоко, мед. Еще возможно. Молоко, мед. Я попробовала еще молоко, мед. Но я думаю, и так сойдет. Ваше молоко. Спасибо. Не за что.
Да ё-моё, не успеваю я скринить, когда вы убираете мне диалоги, чтобы я могла скринить нормально. О, привет. Валери, тут рядом... Боже, я случайно ее впустила. Расслабься, ничего страшного. Привет, кошечка. Потерялась? Хочешь немного молока? Грыбать. Привет, бариста. Да, я бы не отказалась. Твою ж. Вы как будто призрака увидели. Нет, я просто... Прошу прощения, вырвалась. Давненько не видела, как превращаются коты-оборотни. Мы редко превращаемся на людях. Видимо, у вас не так много друзей среди котов-оборотней. Не буду отрицать. Могу ошибаться, но, как правило, вы гуляете в своей кошачьей форме. Так и есть. Ну, так явно удобнее. Чем видеть человека. То есть, чем на двух ногах. Тип того. Так, прежде чем мы продолжим наш разговор. Можно мне, пожалуйста, обещанное молоко? Извините, вам какое? Самое обычное. Ничего не добавлять? Нет, только молоко. Просто молоко. Куча молока. Вот тебе куча молока, пожалуйста, бери. Пей, пожалуйста, свою кучу молока. Молоко. Свежее молоко для девушки с симпатичной улыбкой. Спасибо. Ты подкатываешь к несовершеннолетней? Всего лишь комплимент. Спасибо за комплимент. Че сразу подкатываешь, реально, че? Ну, хотя тоже комплимент можно было и получше сделать, если честно, ну, мое мнение. Очень вкусно. На здоровье. Как такая молоденькая девушка оказалась здесь одна в столь поздний час? Я не молоденькая. Я взрослая, могу позаботиться о себе самостоятельно. Ты не тянешь на взрослую. Чё? Мне 18. Это и есть молоденькая. Ну, разумеется, я не такая старая, как вы. И вообще, я зарабатываю себе на жизнь с 13 лет. Так что я точно больше не ребенок. Чем же? Уверена, вы в курсе. Нет. Боже, неужели? Уже. Если это что-то противозаконное, или если ты в опасности, моргни 2 раза. Противозаконное? С моим-то симпатичным личиком? Именно. Вы что, совсем телевизор не смотрите и в соцсетях не лазите? Можешь назвать меня позеркой, но я не слежу за мейнстримными СМИ. Позерка. Ясно, вы старичков, что научились быть прогрессивными, только, видимо, не научились планировать бюджет. Что-то вы ничего не заказываете. На чашку кофе денег нет. Бизнес лучше не пускать, это да. Да неужели? Иногда я задумываюсь, что стало бы с этой кофейней, не будь здесь меня. И чего же вы ждете, бабуля? Закажите уже что-нибудь. Говоришь, как горничная из какого-нибудь мейд-кафе. Итак, что ты будешь заказывать? Как обычно. Как обычно. Готово. Как обычно. Тут у меня есть что-то новое? Нет? Пожалуйста, вот твой тройной эспрессо. Эспрессо. На уровне. Хорошо, что ты довольна. Смотрите-ка. У тебя и вправду знакомый вид. Ты из какой-то поп-группы? Ты Рэйчел Флоренсия? Член Super Smiles, которая недавно выпустилась и начала сольную карьеру. Мы читали про эту группу в газете утренней. Вот оно. Рэйчел. День рождения 29 февраля. По всем деловым вопросам пишите на вот этот адрес. А, кстати, мы забыли прочитать газетку сегодняшнюю. Ну, не газетку, а вечернюю молву. Смерть за рулем. Автор Фрея Фатима. Смерть либо сидит за рулем, либо у руля. Когда она выкидывает свои очередные проделки, все каналы и СМИ начинают трубить о них на каждом углу, поэтому даже при всем желании остаться в неведении бывает довольно сложно. Чаще всего смерть, конечно, за рулем. Я осознала это по возвращении домой после долгого пребывания в Токио. Каждый божий день из-за ненадежного городского транспорта мне приходится добираться до работы на своем автомобиле. Со временем я стала замечать, что моя жизнь постоянно висит на волоске. Только не так, как это обычно бывает в каких-нибудь фильмах, где герой борется против невероятно сильного противника, а немного по-другому. Дело в том, что тут противник далеко не один. Все мы представляем друг для друга смертельную опасность. Пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты, автомобилисты, любой участник дорожного движения является потенциальной угрозой. Смерть либо сидит у нас за рулем, готовая забрать чью-то жизнь, либо рядом на пассажирском сидении, готовая забрать нашу. Поняв это, я начала водить гораздо осторожнее, представляя, будто я везу куда-нибудь своих родителей, ведь мне абсолютно очевидно одно. Смерть не любит безрассудных водителей, и второго шанса от нее ждать не стоит. Это тоже ее статья. Я думаю о том, что давайте, наверное, закончим на этом.
продолжим в следующей серии. Кстати говоря, сохранится, надо сохраниться. Да. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, так ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.